Всем привет! Прошлым летом у нас были необычные каникулы. Мы ездили на Sunshine Coast и жили не где-нибудь в палатке или гостинице, а в настоящем школьном автобусе. Подробнее об этом я уже рассказывала в предыдущем видео, если интересно, то ссылка в описании. Местечко, где мы проводили время, называлось Half Moon Bay. Небольшое комьюнити с населением в 3000, включая туристов. Ну да, место очень даже туристическое, но роскошных отелей, дорогих магазинов вы тут не встретите. И пироги. Пельмени. И пироги. И пироги, точно. Главная ценность Sunshine Coast – это природа. Основные развлечения – угадайте? Правильно. Хайкинг, кемпинг, каякинг, рыбалка и так далее. Короче, когда канадцы хотят страдать своей любимой фигней, там, где они этого раньше не делали, они едут на Sunshine Coast. Ну вот и мы такие же. Сегодня мы решили разделиться. Мы разошлись по интересам. Муж будет рыбачить рыбу на Trout Lake, а я и дочь мы пойдем на хайк. Озеро расположено прямо вдоль трассы. Называется Trout Lake, что переводится как Форелевое озеро. И это самое избитое название в Британской Колумбии. Ну, типа как площадь Ленина в Советском Союзе. Хотя основания для этого, конечно, есть. Озеро зарыбляется форелью. Так что, если надумаете размотать удочки, вам потребуется лицензия на рыбалку в пресных водоемах. Для любопытных ссылка в описании. Озеро просто суперское, чтобы поплавать на сапах или каяках, но чтобы покупаться с берега, спуск в воде, так себе. Оставили рыбака на озере и поехали в парк. Если при слове «парк» вы представляете ларек с мороженым и колесо обозрения, то я вас умоляю, это же канадский парк. В лучшем случае вы можете рассчитывать на деревянные мостики и скамейки на вьюпоинтах. Ну а в худшем можно встретить медведя. Сейчас мы находимся в бухте контрабандистов. В 15 веке в строительстве трансканадской железной дороги было задействовано очень много китайцев, и когда стройка закончилась, им просто некуда было пойти. И как раз отсюда добрый человек предлагал им свои услуги, чтобы перевести их нелегально из Канады в Америку. Ну что, идем дальше? Тут, слушай, на каждый холмик, если заходить, можно очень долго гулять. Дедушка на скамейке, да. А как эта лодка одна брошенная, ее унесло, что ли? Парк – местная достопримечательность. Он расположен на берегу, но топать до воды придется почти 2 километра, ибо на машинах нельзя. А вот на лодках можно. Заходить в бухту кораблям рекомендуется на низкой воде, чтобы рифы было видно. Парк небольшой, его можно пройти за час, но учитывая живописные утесы и шикарные виды на океан, время понадобится намного больше. Парк нам очень понравился. Но на озере нас ждал рыбак, надо было возвращаться, улов проверить. Форель не поймалась, зато активно клевал солнечник. Это такой маленький окунь, тут его еще называют pumpkin seeds, тыквенная семечка. Рыбка симпатичная, но мы такую не едим.
А на обед мы отправились в местную сидоварню. И там меня ожидало самое суровое испытание. Спелые сочные яблоки прямо на дереве, а рвать их нельзя. Запрет на яблоки был единственным минусом этого места. В остальном все очень вкусно, уютно, по-семейному. Следующий день мы решили посвятить морю. Каяк у нас двухместный, но один мелкий пассажир еще помещается. Каяк на воду мы спустили в местной марине и погребли сначала в сторону острова, а потом дальше вдоль берега. В бухте за углом мы причалили для пикника, а потом разошлись по интересам. Муж поплыл рыбачить, дочь осталась книжку читать. Ну, а я отправилась по нехоженным тропам исследовать береговую линию. Особенности моего хайка. Сначала нужно забраться непонятно куда, а потом пытаться понять, как оттуда выбраться. Гуляла я опять по парку Смаглер Ков, но уже там, где никакого трейла не было. Почти до бухты дошла. Так прошли наши 2 дня на Half-Moon Bay. Надеюсь, что у вас сложилось представление об этом месте. Определенно оно подходит тем, кто хочет побыть вдали от суеты, слушать тишину леса и шелест моря. Ну а куда пойти и чем заняться, тут уж каждый сам решает. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и до новых приключений!